Вот завтра у меня ноги-то будут болеть. Ой-ой-ой. Ну, раз я уж так далеко зашел, пойду вообще по берегу моря. Надеюсь, что вы слышите шум волны, но меня слышите лучше, чем шум волны. Давайте коротенько по популярным среди вас видео. Очень хорошо зашло видео по поводу пьянки за рулем. Я категорический противник пьянки за рулем. Сразу скажу, в Испании есть сейчас ограничение, по-моему, 0,5 промилле алкоголя. Но, что примерно соответствует где-то 2 бокалам вина. В зависимости, конечно, от индивидуальной способности человека переваривать алкоголь. Но, по моему мнению, никто в Испании этого правила не придерживается. Люди за ужин могут выпить спокойно и бутылочку вина, и пивом так хорошо нагрузиться. Штрафы, кстати говоря, достаточно конские за пьянку. Но Испания очень похожа в этом смысле на Россию. Здесь, как сказать, законы не обязательно исполняются столь строго, как они написаны, вот скажем так. Плюс, это большое-большое удивление, которое я испытал в Испании. Здесь, несмотря на, в принципе, темпераментных испанцев, особенности латиноамериканцев, люди ездят подчеркнуто предупредительно. То есть эти сумасшедшие на всю голову мотоциклисты, и это, видимо, какая-то вот, не знаю, биологическая штука, когда ты садишься, тебя пережимает что-то где-то, и мозг перестает поступать в кровь, потому что здесь мотоциклисты любого возраста ведут себя так же придурковато, как и в России, выскакивают навстречку, пердаки свои делают погромче. Но в целом автомобилисты здесь предупредительные. В большинстве случаев пропускают пешеходов, даже если он идет не по пешеходному переходу, но надо быть очень аккуратным. Меня чуть не сбили несколько дней назад, то есть меня видели на пешеходном переходе. И мужчина принципиально не остановился, смотрел на меня в лицо и проехал передо мной, нарушив правила, не уступив мне на пешеходном переходе. Хотя он очень хорошо меня видел, он просто специально это сделал. Поэтому аккуратно. Но в целом здесь не агрессивно ездят, предупредительно к пешеходам. И это может быть, потому что они все слегка под мухой. То есть, в моем понимании, испанцы пьют каждый день, по чуть-чуть, но каждый день они пьют. Значит, я записал видео, как мой сотрудник после веселой ночи поехал выпившим за рулем. Что очень плохо, потому что все равно остаточный алкоголь он есть, и, естественно, он влияет на скорость реакции, на адекватность восприятия окружающей ситуации. Я его уволил на следующий день. Значит, если вы, я не знаю, по каким-то причинам вынуждены ехать после хорошей веселой ночи, и вы думаете, что вы не совсем трезвы. Насколько я осведомлен и насколько я читал, в основном алкоголь выводится, вернее, продукты распада алкоголя выводятся через дыхательную систему. То есть выдыхаются. Именно поэтому так легко по перегару обнаружить, что человек выпивший, потому что как раз выходит через выдыхаемый воздух. Соответственно, если вы хотите быстрее протрезветь, из подручных средств я бы вам рекомендовал много воды выпить, пару литров точно.
и активно, допустим, минут 15 поприседать. Именно поприседать, помахать руками, чтобы у вас воздух активно выходил. Если после этих упражнений у вас не возникло желания поехать на такси, ну, я думаю, что еще надо, конечно, пописать и поехать. Хотя такси всегда лучше, или ты услуга трезвый водитель. Ну, бывают обстоятельства. У меня несколько раз в жизни было такое, что я вынужден был слегка выпившим сесть за руль. Не от меня зависящие обстоятельства, я не мог там выбирать. Так, значит, инспектор обычно оценивает выпившего за рулем по тому, как он себя ведет. Поэтому, если вы видите, что кто-то едет подчеркнуто правильно и соблюдая все правила движения, как это делают испанцы, есть ощущение, что этот человек может быть выпившим. Хотя нет, испанцы на самом деле очень часто выезжают здесь навстречку. Это нарушение такое же, как и в России. Но они прям любят нарушать рядность, выезжать навстречку. Чего им дороги не хватает, я не понимаю. Значит, если вы думаете, что вы выпивший, хотите перестраховаться, естественно, пристегнитесь, включите подсветку, включайте обязательно поворотники. Я одно время много общался с человеком, который не просыхал, выпивал по литру водки каждый день. Вот этот человек на следующий день был примерным водителем, соблюдал все возможные правила, всегда включал поворотник, правильно перестраивался и никогда не нарушал скоростной режим. То есть, по сути, если вы ведете себя за рулем как примерный водитель и не попали в сплошную проверку, как это практикуют, ну, когда останавливают всех подряд, то у инспектора не будет необходимости вас тормозить, ну, потому что вы не нарушили никаких правил. Еще раз, если вы попались и вас уже остановили, старайтесь вести себя, ну, скажем так, достаточно нормально. То есть никакого понебратства, типа, о, шеф там, или там начальник. Этого не нужно. Агрессия тоже воспрещена. То есть, я тебе документы не покажу, в чем причина остановки. Ну, вот быковать это хуже всего. Полицейский всегда в любой стране, тем более в России, найдет возможность к чему у вас привязаться. Поэтому ведите себя расслабленно, ведите себя так, как, естественно, люди себя ведут. То есть не торопитесь уехать прямо сию секунду, чем инспектор может воспользоваться. Но и в то же время не надо вот так показно лизать жопу инспектору. Если вас будут направлять на свидетельствование, то есть еще раз я вам повторю, у инспектора ДПС общение с водителем — это бизнес. Это бизнес. Поэтому для него время в буквальном смысле деньги. Если он собирается вас отправить на свидетельствование, не надо кричать благим матом, не надо там ругаться. Просто тяните время. То есть скажите вежливо, без особой радости, но вежливо скажите: конечно, я поеду на свидетельствование. Давайте составлять, соответственно, документы. Вот, давайте направлять его. То есть тяните время. Идея в чем? В чем суть игры? Инспектор, они все отличные психологи, за малым исключением. И инспектор будет смотреть ваши мельчайшие реакции. Его задача увидеть тот момент, когда вы готовы заплатить за свое время и не поехать на свидетельствование.
инспектору нафиг не нужно вас отправлять на освидетельствование, особенно в тот момент, когда вы согласны, когда он не видит, что вы, допустим, как сказать, он же тоже сомневается. Он не совсем уверен, что вы вот пьяны достаточно, чтобы вас доказать. И если вы говорите, что да, готов поехать, давайте оформим все необходимые бумажки, и особо я никуда не тороплюсь, да, надо, я буду соблюдать закон, поеду. Для инспектора не нужно вас отправлять на свидетельствование. В конце концов, деньги мимо кассы уйдут. Если вас там признают пьяным, то документы будут поступать в суд, и уже деньги получит судья. Или там помощник судьи, а не вы. У него бизнес, ему важно ошкурить вас на месте в тот момент, когда вы готовы будете заплатить. Поэтому тяните время так, чтобы ему было выгоднее вас отпустить, в таком вот непонятном случае, что вы на все согласны, а может быть у вас, можете рассказать историю о том, что вы знаете, у меня тут проблемы с пищеварением, поджелудочная слабая, бывает иногда такое ощущение, что плохо запах изо рта, я извиняюсь, прошу прощения. То есть не то, что скажите ему, что от меня перегаром пахнет, потому что у меня, допустим, диабет второй степени, а просто скажите, извините, может быть, я тут неприятно вам пахну, то есть по неприятным запахом на вас тут изо рта, то есть посейте у него зерно сомнения, сделайте так, чтобы инспектору хотелось вас отпустить и не морочить себе голову с оформлением этих всех документов. Худшая ситуация, когда он потратит на вас, допустим, полчаса, минут 40 на оформление, отправит вас на освидетельствование, а вы окажетесь трезвым, худшей ситуации для него нет. Потому что он, во-первых, время потерял, во-вторых, ему же надо будет как-то хотя бы перед своим коллегой оправдываться, как это так он трезвого перепутал с пьяным. Это все узнают. По крайней мере, в этом подразделении. И самый еще важный момент, почему вы должны вежливо, но медленно все делать. Когда вас остановили за пьянку, все, что вы делаете, это все помогает вам переварить все больше и больше алкоголя. Когда вы говорите, естественно, не то, что вы там голову от инспектора прячете, а просто с ним говорите, вы выдыхаете продукты переработки алкоголя. То есть каждая минута в общении с инспектором – это ваш дополнительная потерянная промилле. Если он вас будет час оформлять, а вы будете час дышать активно, вы станете трезвее. Сейчас ко мне в комментарии набегут злые менты и будут писать мне, какой я нехороший человек. Но, ребята, по сравнению с вами я просто ангел. И, естественно, я еще раз скажу, пьянка – зло. За рулем тем более зло. Но то, как массово сотрудники полиции, судьи, прокурорские ездят пьяные за рулем, уверенные в том, что им ничего за это не будет, уж какой-то-никакой лайфхак для обычного гражданина, некий баланс во вселенной приносит. Я много-много раз видел, как сотрудники силовых структур буквально пьяными после водки ездили за рулем. Так что считайте, что я некую степень справедливости в этот мир привношу, рассказывая, как людям можно отбиться. И еще обратите внимание, что, конечно, на свидетельствовании могут смухлевать, могут подвести, подготовленную пробу сделать и сказать, что вот вы пьяны. Поэтому лучше, конечно, не попадать на свидетельствование. И лучше, чтобы это все было медленно.
Если вы час будете оформляться, ну и какие-нибудь там остаточные 0,2 промилле у вас, наверное, за час в более-менее здоровом организме выйдут. Еще раз, трезвый водитель, такси, отказаться от поездки, ну если уж совсем никак, выпить минимум 2 литра воды и активно полчаса поприседать, в общем, активными какими-то упражнениями позаниматься, руками помахать, понаклоняться, чтобы активизировать дыхание. Вы должны активно полчаса дышать. Прям очень активно. Да, ну, естественно, после этого пойти пописать, чтобы еще и с мочой вышли ваши продукты переваривания алкоголя. Наверное, вот такой вот совет. Да, кстати говоря, если вам хоть как-то он понравился, подпишитесь, поставьте лайк, расшарьте. Я вам так скажу, вот в состоянии перегара меня пару раз останавливали. Один раз я был совсем невиновен, о чем я записал видео. Один раз я был чуточку виновен, но у меня была безвыходная ситуация, которая в конечном итоге привела к разводу, поэтому у меня есть оправдание.